Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. В сегодняшнем подкасте мы будем говорить о том, что я хочу сделать до конца моей жизни. Я прочитаю вам мой бакет-лист. Я вдохновился этой идеей благодаря нашему слушателю, который отправил нам сегодня аудиосообщение, и мы обязательно послушаем о нем. Но прежде чем мы начнем, как обычно, хотел бы сказать спасибо всем моим патронам, в особенности таким людям, как Джефф, Джош, Джоэл, Бирк, Елена и Лиз. Спасибо вам огромное, друзья. И также буду очень рад, если вы поддержите мой проект на Ko-fi. Вы можете переходить на сайт ko-fi.com/inrussianfromafar. Ko-fi пишется ko-fi.com. Да, вот так. И там мы собираем деньги на оборудование для нашего канала, для нашего подкаста. Благодаря уже другим людям, которые жертвовали, мы смогли купить стол, который хороший, большой. Я могу на нем сидеть, я могу за ним стоять, могу долго работать, что очень важно. Есть хороший новый микрофон и много других вещей. Так что, если, друзья, вам не жалко копеечку, буду очень рад вашей помощи. Если с деньгами трудно, то также будет классно, если вы поставите хорошую оценку моему подкасту в Spotify или в Apple Podcasts, где вы слушаете. Это также очень-очень сильно помогает. Вот, ну хорошо. Давайте послушаем аудиописьмо от Хадсона. И что же он нам сегодня расскажет? Поехали. Здравствуйте, по-русски издалека. Я канадец, меня зовут Хадсон. Я живу в Канаде всю жизнь с семьей. При этом я единственный из семьи, который решил изучать русский. Но как это случилось? С чего вдохновение, можно спросить? Я еще помню, и родители тоже помнят, когда мне было 5 лет, когда я говорил, что хотел изучать русский, потому что он так сложен. Неужели русский так сложен, как я говорил в детстве? У меня такое правило. В жизни нет ничего сложного. Только то, что тебе нравится делать, а что тебе не нравится делать. И мне очень нравилось изучать русский. У меня такое дело всегда получалось. И теперь я могу свободно говорить по-русски. Я еще помню в 2019 году я стал изучать русский. Впервые запустил программу Duolingo. И закончил первый урок про алфавит. Да, такие времена. И еще я помню, в 22 году я поступил на курс по русскому языку на кампусе и стал встречаться с носителями русского языка. Прямо лицо к лицу я впервые говорил с русскими, с носителями русского языка, с русскоговорящими, и встретился с студентами русского языка. И я всегда советовал студентам слушать подкасты, смотреть видео на русском языке, потому что это и учеба, и развлечение. Можно во время изучения слушать, узнавать интересные вещи, которые вы не знали раньше. И это мне всегда нравится. Я могу это делать на поездке, в машине, на автобусе, на работе, даже дома в свободное время. Я это делаю. Я слушал ваш подкаст, потому что это действительно хорошая работа, достойное произведение. И я благодарю вас за то, что вы предоставляете хорошие ресурсы для учеников русского языка. Спасибо вам большое.
И еще, буквально сегодня я отмечал 5-летие изучения русского языка. Так что такой у меня праздник наступает. Ну, спасибо вам за время. Удачи в изучении русского языка, в усваивании русского языка. Это обязательно. Спасибо большое. Успех за углом, друзья. Спасибо. Пока. Спасибо тебе, Хадсон, за такое прекрасное аудиосообщение. Ты большой молодец. Поздравляю тебя с 5-летием изучения русского языка. Я знаю, это не просто продолжать изучать язык, когда ты готов уже сдаться, когда ты чувствуешь, что ничего не получается, но тем не менее ты продолжаешь, и это очень классно. Также я бы хотел заметить такую классную вещь, которую сказал Хадсон, то, что в жизни нет сложных вещей. Есть просто вещи, которые нам нравятся и которые нам не нравятся. Я думаю, это очень классный подход. Я не могу сказать, что когда я делаю вещи, которые мне нравятся, они не бывают сложными, но они намного легче, конечно, намного проще их делать, чем те вещи, которые мне не нравятся. Поэтому, друзья, находите те вещи, которые вам нравятся в жизни, делайте их, наслаждайтесь, и я уверен, что ваша жизнь пройдет прекрасно. А говоря о тех вещах, которые нам нравятся или не нравятся, давайте послушаем мой подкаст о том же, что я хочу сделать в моей жизни до того, как я умру. Поехали! Итак, я решил разделить все эти вещи, весь мой список, на 3 разных подгруппы. Первая группа — это те скиллы, то есть те навыки, которые я хочу освоить в моей жизни. Вторая группа — это какое-то одно действие, какое-то большое действие, которое я бы хотел сделать. И третье — это такие долгие проекты, над которыми, я думаю, я буду работать всю жизнь, потому что там нет предела совершенству, скажем так. Так вот, давайте начнем сначала с первой части, а именно о скиллах. Вообще я расставлял эти вещи, которые я хочу сделать, не в том порядке, с того, что не в убывающем или не нарастающем порядке, просто в случайном порядке. Хорошо? Вот. Так вот, первая вещь, которую я бы хотел сделать до конца смерти, это научиться печь хороший хлеб. И желательно хлеб на закваске. Потому что я люблю есть хлеб, хотя я не так часто его ем, на самом деле. Это странно говорить, потому что я ем хлеб, может быть, 1 раз в месяц или 2 раза в месяц. Вот. Но когда я его ем, я им очень сильно наслаждаюсь. И я бы хотел научиться печь хлеб на закваске, то есть без дрожжей, вот, потому что у него очень классный вкус, и он может... это более полезная версия, я бы сказал. Вот, я уже пробовал это делать, и у меня немножко не получилось, поэтому в будущем я бы хотел вернуться к этому и все-таки освоить этот скилл. Второй навык, который я бы хотел освоить, это программирование. Дело в том, что мне всегда нравилось программирование, я изучал его в университете, я делал веб-сайты, и скажете, ну хорошо, но почему ты не программист? Потому что я такой человек. Мне нравится писать программы, я думаю, это интересно, но я не могу делать это для работы. Я не могу этим зарабатывать, потому что я очень быстро устаю. У меня нет концентрации. Я не могу так долго сидеть и заниматься каким-то таким делом без общения, без взаимодействия с людьми. Поэтому, да, мне будет трудно. Но я бы хотел научиться программировать, чтобы делать это как хобби, писать какие-то маленькие программы, а даже, может быть, еще лучше делать видеоигры. У меня была идея сделать видеоигру, где главные герои были бы мои собаки. Такая 2D-шная аркада. И я думаю, было бы очень прикольно. Вот.
Другой скилл, которому я хотел бы научиться, это рисование. Я с самого детства никогда не любил рисовать. Мне казалось, это так трудно. Но в последнее время я видел много разных видео. Особенно я смотрел маленький отрывок с старой программы американского художника. Его зовут Боб Росс. И он рисовал какое-то, не помню, что-то там было, по-моему, море, небо, деревья. И это было так легко и так красиво. Я подумал, боже мой, да ведь я тоже так могу. Поэтому, конечно, я не хочу стать следующим Винсентом Ван Гогом, тем более я люблю мои уши. Но я бы хотел, конечно, попробовать научиться рисовать просто ради себя. Да? Возможно, рисовать какие-то вещи, которые мне нравятся, рисовать природу, и делать это как подарки для друзей и близких. Следующий навык, которому я бы хотел научиться, это работать по дому руками. Что я имею в виду? То есть, например, что-то починить, если что-то сломалось, какие-то, небольшие вещи, там что-то просверлить. То есть чисто теоретически я умею это делать, но я никогда этим сильно не занимался, поэтому это все может быть так тяп-ляп. Например, я бы хотел уметь покрасить хорошо стену, да, сделать так красиво какой-то дизайн, построить что-то такое маленькое. Когда я рос, у меня это не очень хорошо получалось, и тем более каждый раз, когда я приходил к моему отцу, он мне говорил, так, Сергей, давай, я сейчас тебе покажу, как сделать так и так. И когда я пытался это делать, он говорил, ты ничего не знаешь, у тебя ничего не получается, я сам буду делать. И на этом заканчивалось мое прикладное образование. Поэтому мне бы хотелось этому научиться. Конечно, всегда можно позвать соседа, электрика, механика. Конечно, я думаю, хорошо иметь такой базовый скилл таких вещей. Это очень удобно. Это может сэкономить деньги и время. Следующий навык, которому я хотел бы научиться, это навык выживания в дикой природе. Вы знаете, мне всегда было интересно смотреть шоу, как его звали? Я не помню, там был мужчина, который учил людей, как выживать в дикой природе, то есть пытаться находить еду, воду и тому подобное. И мне кажется, это было бы классно попробовать сделать так же, только для меня. И, конечно же, естественно, для вегана, то есть я, естественно, не буду охотиться, не буду убивать животных, но буду пытаться находить какую-то еду в лесу, не знаю, было бы интересно. Следующий навык, которому я бы хотел научиться, это ассертивности. Само слово довольно новое в русском языке, но я думаю, что если те, кто говорит по-английски, я думаю, вы знакомы с этим понятием. Это способность, твердо, но не агрессивно, выражать свое мнение. Да? Дело в том, что я такой человек, который, когда я нахожусь в какой-то такой сложной ситуации, немножко конфликтной, я либо становлюсь очень агрессивным, либо очень пассивным и ухожу от этой ситуации. И научиться, правильно выражать свою идею, настоять на своем мнении, но в то же время не стать сумасшедшим, это многого стоит. Поэтому, да, я бы хотел научиться этому навыку. Я думаю, что, конечно, этот навык был бы очень полезен в жизни, в отношениях с близкими и, в целом. Еще я бы хотел научиться хорошо играть на пианино. Я уже умею играть на пианино немножко, я умею играть немножко на гитаре, на барабанах неплохо, но мне бы хотелось прям так освоить этот музыкальный инструмент, чтобы я мог играть для себя. Это как медитация. Когда ты сидишь, ты играешь, ты можешь прям чувствовать эту музыку, и твоя голова пустая. Так же, как и барабаны. Проблема с барабанами, что другим людям не нравится, когда ты играешь. А пианино — это всегда очень классно, это всегда приятно. Можно играть много известных мелодий, да, и я думаю, что было бы здорово. И последний навык, которому я бы хотел научиться, это садоводство.
Тут же опять не могу сказать, что я совсем ничего не понимаю в садоводстве, потому что я рос в семье, где люди занимаются этим постоянно. Я очень много помогал моей бабушке на даче, моей маме в огороде. Но, тем не менее, я всегда все делал под руководством. Да, бабушка говорила, делайте так и так, мама говорила, делайте так и так. Но вот сам, чтобы что-то посадить, вырастить для меня было немножко трудно. Я думаю, в первую очередь мне просто лень это делать. Но вообще мне бы хотелось все-таки уметь выращивать свою еду. Цветы тоже интересно, но в первую очередь мне интересно выращивать то, что я могу съесть. Вот. Поэтому да, мне бы хотелось, так сказать, освоить этот навык. Я пробовал пару раз, не всегда у меня получалось что-то выращивать, но надеюсь, что в будущем это получится. Так, теперь давайте перейдем к другой подгруппе, а именно однократных действий. То есть что-то, что бы мне бы хотелось хотя бы один раз в жизни сделать, и я думаю, это уже было бы классно. Первая вещь — открыть кафе с настольными играми. Я думаю, что я уже говорил об этом в нескольких своих других подкастах, и вот повторюсь еще раз, что я всегда любил, у меня всегда была идея иметь свой ресторан, но ресторан — это слишком много стресса, слишком много дел, поэтому я подумал, что открыть небольшое кафе, где будут в основном напитки, будет какая-то еда, но не серьезная, будет очень маленькое меню, вот. Но самое главное, будет очень много настольных игр, потому что я обожаю играть в настольные игры. Я считаю, это самое лучшее, одно из самых лучших времяпрепровождений с друзьями, с семьей. Это очень сильно сближает. Вот. Это время, когда мы можем проводить без экранов, да, вот, и весело. Поэтому, да, я надеюсь, что когда-нибудь все-таки я смогу это сделать, и это будет круто. Другую вещь, которую я бы хотел сделать в моей жизни, это немножко так, знаете, кринжово, но, тем не менее, мне бы хотелось иметь кубики или иметь пресс. То есть, когда я имею в виду пресс или кубики, я имею в виду, что мне бы хотелось, чтобы мое тело было в таком физическом состоянии, когда я мог видеть мой пресс. Поймите, мои друзья, я не пытаюсь тут кого-то забодишеймить или еще чего. Я считаю, что люди могут быть разных размеров, и это прекрасно. Я сам, честно говоря, довольно-таки счастлив с моему физическому состоянию сейчас. Не могу сказать, что я там переживаю по этому поводу сильно. Вот. Но мне хотелось бы хотя бы один раз в жизни увидеть мои кубики. Просто почувствовать и понять, что окей, это есть, я это сделал, молодец. А теперь можно дальше идти и кушать вкусный хлебушек с хумусом, да, кушать мои углеводы любимые и не переживать. Вот, такой просто вот мой забавный, так сказать, пунктик. Вот. Другая вещь, которую я бы хотел сделать, это написать песню. Как я уже говорил, что мне нравится играть на пианино, я бы хотел все-таки, может быть, какую-то мелодию свою написать и свой текст. Вот. Я думаю, что это можно сделать было много. Я люблю музыку в целом, но я не очень, так сказать, развит в плане композиторства. Но что-нибудь попробовать можно было бы. Я думаю, это не очень трудно достигнуть. Но главное написать какую-то хорошую песню, возможно, даже выпустить какой-то сингл на Spotify. Вот, посмотрим. Другая вещь, уже более серьезная, как мне кажется, это снять фильм. То есть, когда я говорю фильм, я не говорю видео на YouTube, которое я делаю. Я говорю прям вот настоящий фильм, где будут актеры, где будет много людей. Конечно, я думаю, это будет такой более авторский фильм, это будет малобюджетный фильм, но, тем не менее, я бы хотел это сделать. На какую тему, пока не знаю. Вот, но какой-то, возможно, исторический или какой-то фильм, связанный с историей моей семьи. Вот. Например, как вариант, было бы интересно рассказать историю моей бабушки. Я думаю, что ее жизнь была довольно интересная, вот. Как мне кажется. Может быть, для других это не так. Вот. Но мне бы просто хотелось снять такой фильм и посвятить ей. Вот. Другая вещь, которую я бы хотел сделать, это написать книгу. Вот написать хотя бы одну книгу в моей жизни, такую вот, не знаю, правда, настоящую книгу, не там какую-то тяп-ляп, 5 секретов успеха, да, а настоящий какой-то вот роман,
возможно, или какую-то, опять же, книгу биографическую, что-то типа того. Да, ну, надеюсь, цель этой все-таки книги, чтобы какие-то вещи, какие-то знания, опыт, который я набрал в моей жизни, мог бы помочь этим людям. Вот. С помощью прочтения моей книги. Другая вещь, которую я бы хотел сделать, это татуировка. Вот я вроде бы написал, да, сделал татуировку. Не могу сказать, что мне прям очень сильно хочется это. Вот я знаю люди, которые прям любят татуировки, да, но у меня никогда не было татуировок, но мне бы хотелось всегда это попробовать сделать. И я знаю, что для одних людей это прям вот нормально, это классно, а для других людей это так, ну, как сказать, не очень круто. Вот, и они считают, что быть круче, когда у тебя нет никаких татуировок. Я считаю, что и не то, и не другое — это неправда. То есть ты можешь иметь татуировки или не иметь, и так хорошо. Вот. Но мне всегда хотелось попробовать, да, и я думаю, что было бы классно сделать хотя бы, да, небольшую татуировку, да, один раз в жизни. Вот. Другие две вещи, которые я бы хотел сделать в моей жизни, это довольно крупные проекты, довольно важные. Это иметь свой дом, первая вещь, да, иметь свой дом. Потому что, я думаю, об этом мечтают почти все люди в мире. К сожалению, не у всех он есть, вот. Но надеюсь, что когда-нибудь у меня будет мой дом с моим садом, вот, где я могу жить там с моей семьей. И следующий — это иметь гражданство. И иметь гражданство Евросоюза. Я знаю, вы спросите, почему Евросоюза, да, но я очень долго изучал наш мир, смотрел разные страны, какие-то... Вот у меня был подкаст «Какая самая лучшая страна в мире для меня, для жизни?» И тогда я вывел, что это... Ну, там было, по-моему, Австрия, Канада и какие-то еще страны. Но я думаю, что вот Средняя Европа, да, Центральная Европа или Восточная Европа, для меня это самое вот близкое место по духу, по менталитету. Вот. Хотя я очень сильно люблю Россию, очень сильно люблю мой родной край, Иркутск, Сибирь, но, к сожалению, учитывая последнюю политическую и экономическую обстановку, в частности, все-таки политическую, мне бы не хотелось там жить. И не хотелось бы там, так сказать, не хотелось бы там начинать семью. Вот так, я бы сказал. Поэтому иметь гражданство Евросоюза, да, для меня это большая вещь. Вот. И подходим к последней подгруппе. Здесь тоже есть несколько пунктов. Во-первых, мне бы хотелось вести дневник. И когда я говорю вести дневник, то есть попытаться делать это всю жизнь. Это очень классная вещь, я знаю, многие люди об этом говорят, насколько это помогает разгрузить голову, помогает рефлексировать на свою жизнь, помогает возвращаться в прошлое, что-то сравнивать. Ну вот прям мне тяжело это делать, находить время, во-первых, а во-вторых, силы, чтобы сесть что-то и написать. Я бы мог делать аудио-дневник, но очень трудно к нему возвращаться потом, да, потому что нужно все переслушивать. Либо как-то его транскрибировать, не знаю. В общем, да, мне бы хотелось попробовать это начать и пройти с этим через всю жизнь, но в ближайшее время пока, я думаю, это не получится сделать, но, надеюсь, в будущем я начну и буду его держать. Следующая вещь, которую бы мне хотелось сделать, это посетить все страны мира. Ну, вот прям не знаю, если мне хочется все страны мира посетить, да, прям вот мне нужно прям вот каждую, да, нет у меня такого пунктика, но мне бы хотелось путешествовать во многие страны мира, я бы сказал так, вот 90% я бы точно хотел посетить, потому что мне очень-очень-очень все интересно, я очень любопытный, мне интересно, как живут люди тут, как живут люди там, вот, поэтому да. Следующая вещь — это стать гиперполиглотом. Что я имею в виду под гиперполиглотом? Это, то есть, умение говорить и понимать для меня кажется, гиперполиглот — это вот 10 языков плюс, да? То есть, если я смогу говорить на 10 свободно, да? Я не говорю там на уровне
носитель языка на уровне C1, ну хотя бы уровень B2 на 10 языках, это было бы круто. Следующие пункты пошли уже более такие глубокие. Следующий пункт — это быть жизнерадостным или оставаться жизнерадостным. Потому что в нашей жизни очень легко, смотря на наш мир, чувствовать себя депрессивно, становиться циничным, да, и думать, что, в принципе, жизнь — это ужасная вещь, и наш мир — это ужасная вещь, потому что есть много причин для того, чтобы так думать, да. Но в то же время я понимаю, что это не так, что в мире есть много прекрасных вещей, и мы очень часто об этом забываем. Поэтому мне бы хотелось все-таки через всю мою жизнь пронести такой вот жизнерадостный подход, смотреть на жизнь с позитивной точки зрения, вот, и стараться всегда находить лучшее во всем. Следующая вещь — это научиться сочувствовать всем живым существам. Вот это очень трудная вещь, которую, мне кажется, практически невозможно достигнуть полностью, но мне кажется, для меня это очень важно. Мне сейчас трудно прям глубоко вдаваться в подробности этого подпункта, но, скажем так, это более такой спиритуальный, более духовная вещь, которая, может быть, когда-нибудь я запишу отдельный подкаст на эту тему. Но мне бы хотелось, то есть, научиться сочувствовать всем моим друзьям и моим врагам. Вот. Потому что в этом мире есть много людей, которые делают плохие вещи, и очень часто в нас просыпается ненависть, просыпается злость. Но злость и ненависть, к сожалению, это все-таки разрушительные чувства, и нужно научиться сочувствовать. Это очень трудно, невероятно трудно, но я бы хотел этому попробовать научиться. Вот. Следующая вещь — это быть открытым к критике и новым идеям. То есть, видите, чем старше мы становимся, тем, как правило, мы становимся более консервативными. Мы думаем о том, что вот мы решили в 20 лет, что вот это мир, он такой должен быть, и так всегда должно быть. И после этого мы ничего не думаем, и мы всегда остаемся в одном и том же моменте. Поэтому мне бы хотелось все-таки сохранить открытый ум, чтобы я мог как-то воспринимать новые идеи, рефлексировать, анализировать и менять свое мнение. В нашем обществе люди так боятся менять мнение. Они думают, что если ты меняешь мнение, значит, ты какой-то вот ненадежный, да, вот ты вот решил так, и вот так всегда должно быть. Но ведь жизнь-то меняется, многие вещи меняются, поэтому нужно быть открытым ко всему и, пытаться анализировать мир и менять мнение, если это нужно, вот. Еще одна вещь, то, что мне бы хотелось иметь географическую свободу. То есть я мог передвигаться и жить там, где я хочу, там, когда я хочу. Я понимаю, это очень тяжело, очень трудно, особенно сейчас. Вот. Но я все-таки надеюсь, что со временем мне это удастся, и я и моя семья можем путешествовать и находиться там, где мы хотим, когда мы хотим. Вот. И последняя вещь в моем списке, я думаю, это самая главная вещь, это дожить до 100 лет в здравом уме и здоровом теле. Казалось бы, зачем тебе вот эти 100 лет? Да? Ну как зачем? Видите, как много вещей я хочу сделать, какие многие навыки я хочу освоить. Конечно, мне нужно много времени. Вот, да. Возможно, я часто говорю моим студентам, что мне одной жизни мало. Мне нужно 10 жизней, чтобы сделать все вещи из моего бакет-листа. Ну, не все, но, может быть, какие-то там вещи, да, это нужно отдельное время. Но я надеюсь, что у меня получится сделать, по крайней мере, большинство из них, научиться большинству из них. Вот. Но я думаю, что 100 лет — это хорошая цифра, чтобы жить. Но, как правило, как я заметил, в здравом уме. То есть, чтобы я мог нормально понимать, чтобы мой мозг был, возможно, не такой быстрый, как сейчас, но, по крайней мере, довольно хорошо работающий, чтобы я мог все анализировать, понимать, видеть, все, что раньше я сказал. И в здоровом теле, то есть, опять же, я не хочу выглядеть как
какой-то там, не знаю, качок или еще что-то там, просто иметь здоровое тело, которое может нормально двигаться. Я мог бы ходить, гулять, кататься на велосипеде, заниматься какими-то, возможно, в 100 лет, я думаю, там более мягкими видами спорта, да, вот, но, тем не менее, я думаю, что это было бы классно. Ну вот и все, друзья, наш подкаст подошел к концу, я рассказал вам о моем бакет-листе, надеюсь, вам было это интересно. Расскажите, может быть, вы, какие у вас есть, так сказать, пункты в вашем бакет-листе, что бы вы хотели сделать до конца вашей жизни. Напишите комментарии под описанием этого видео, если вы смотрите его на YouTube, или вы можете написать комментарий в Spotify. А также я хочу, чтобы вы отправляли нам аудиосообщение, как это сделал сегодня Хадсон. Вы можете сделать это, записать на телефоне или на компьютере и отправить нам на почту inrussianfromafar@gmail.com. Все, друзья, желаю вам отличного дня, до скорого и пока-пока.